Всем привет! Сегодня мы продолжим снимать видео, тренируемся запрыгнуть выше своего роста. У нас немножко забуксовала подготовка, и поэтому мы немножко недели на две зависли. Но это значит, что у нас добавится одно видео, и чуть-чуть, зато у нас станет более лучшим подготовка именно прыжковая. Мы сейчас будем заниматься именно более длительной подготовкой, и именно в ближайшее время будем заниматься больше легкой атлетикой. Сегодня у нас тренировка, мы сейчас тренируемся, немножко взяли отдых. На следующей неделе заезжаем на базу, на хорошую базу, будем готовиться в течение длительного времени, наверное, до Нового года, может быть даже до февраля. А сейчас пока взяли неделю отдыхательную. Ну, как мы сказать, не полностью отдыхаем. Понедельник, среда, пятница тренируемся по одной тренировке. Примерно по 5-6 упражнений, такие, ну, не очень сильные. Сегодня мы делаем первое упражнение рывок в стойку, свисы выше колен. Самое любимое упражнение легкоатлетов, которое они делают. Я лично считаю, они его делают именно для развития скоростно-силовых качеств. Я лично считаю, что для них и для многих видов спорта это все-таки травмоопасное упражнение. Лучше делать с этого же положения, подъем на грудь лучше делать. Ну, ладно. Мы сегодня будем делать вот рывок в стойку. Это развивает и в том числе и прыжок очень сильно. Следующее упражнение у нас, мы с братом назвали его продергивание, потому что именно акцентированием на конечное вот этот вот дернуть вот здесь штангу, именно вот здесь. Это сложно сделать технически. Но именно тяжелая атлетика в рывке именно и состоит, чтобы развить усилия в конце. В начале в тяге многие могут, кто обладает сильной спиной, многие могут дернуть в начале, но развить это усилие и продолжить ускорение штанги на самой высокой амплитуде, да, ее, то есть подъема, это дело сложное. Это будет у нас второе упражнение. Третье упражнение у нас, я отдельно его объясню, это прыжок со штангой в рывковом хвате с помоста. Я его отдельно объясню, скажу, почему мы его делаем. Стараемся это. И дальше у нас 3 упражнения, они похожи. Это выпрыгивание со штангой на плечах, разно-разножковые. То есть ноги, первое упражнение это ноги широко, он будет выпрыгивать. Второе упражнение это 4 по 3 мы сделаем. Потом ноги средним хватом и ноги узким хватом. На этом наша тренировка закончена, но еще будут прыжки. Не выходи на носок, рукой работай до конца. Ну-ка, что-то слабо, вяло. По движению ничего, веловато немножко, именно локоть, работа локтя выше, понял? Мы все видео показывать не будем, снимем только 4 подхода в рывке. Так всего же 4 подхода. Я же не тебе говорю, ты давай, поднимай. Давай. На носок не выходи, Славик, локтем работай. Локтем. В накрыве, не уходи из накрыва. Рука не доработала, как-то не точно. В итоговое положение приходишь хорошо, но локоть в подрыве не дорабатывай, Славик, не набирает высоту. Славик, вся задача, чтобы ты держал спиной и ногами углы и дать работать слабым мышцам, рукам. Не работает рука, не работает. Второй раз чуть лучше. Задача, ты держишь углы спиной, не распрямляешься, для того, чтобы локоть смог сработать. Да, он немного сработает, но это очень важное движение на той высоте, на которой нужно. Сильные мышцы, они только держат углы, нога срабатывает, и то в свое только время. Понял, что? Ну потом... Локоть выше. Натягивайся, не бросай штангу вниз, натягивайся. Мне вторые разы однозначно лучше первых. Ты не пройдешь. Это ты Лопесу скажешь с Божидаром Андреевым в следующий раз. Так, следующее упражнение. Вытягивание, продергивание рывковые. Что подразумеваю под этим упражнением и в чем его сложность? Многие делают, как мне кажется, вот я даже видел на сборах у больших спортсменов, не будем говорить,
они просто делают это упражнение, мне кажется, не до конца понимая его. Просто делают обыкновенную рывковую тягу, но в конце, ну, даже не в конце, а просто вкладываются в нее, чтобы как можно больше вытянуть. А я пытаюсь добиваться, да, чтобы именно спортсмен не выходил на носки. Для чего? Вот положение спины, да. Вот спортсмен тянет штангу, медленно проходим. Вот, здесь начинает работать нога, вот. Угловая мышца бедра сработала, спина держит угол, не распрямляется. Для чего ей не распрямляться? Для того, чтобы как закончила работать нога, она даже не закончила до конца. Еще вот осталась в полусогнутом положении, и локоть, рука уже начала работать, чтобы нога работала вместе с рукой. Вот это движение. Вот. Тогда тело не делает лишних движений, потому что если под нагрузкой, допустим, у спортсмена там 160-170 килограммов под нагрузкой делать лишние движения, естественно, съедает очень много сил. Поэтому спина только держит угол, она назад не срабатывает. И если она не сработает назад, то у руки появится возможность сделать вот это движение. Вот это движение. Штанга набирает в этом, при таком взаимодействии тела-снаряд, набирает максимальную высоту. И, грубо говоря, если мы сработаем только ногами и спиной, вот так, штанга вот здесь остановится. И в этом положении, вот так, много спортсмен поднимет, какой бы он сильный не был, Миша Кокляев, там, 40 килограмм так не поднимет наверняка, вот в таком положении. А если он будет сохранять накрыв, вот в этом положении, и еще когда штанга уже имеет какую-то инерцию движения вверх, то рукой подхватить здесь можно и не 40, и 140 можно подхватить. Тяжело, но натренировавшись, это можно сделать. И именно вот так, нога не срабатывает до конца в этом движении, не срабатывает до конца, остается как бы полусогнутая. Именно из-за этого не надо выходить еще и на носок. Иначе просто, вы сами подумайте, вот в этом положении, сколько спортсмен сможет поднять? Нисколько. А здесь и высоту наберет, и лишние движения не сделает, и при правильном дальнейшем переходе в сет штанга будет фиксироваться очень точно. Что здесь я хотел пример привести, опять же, из легкой атлетики. Эстафетная палочка. Не знаете, как переходит? Вот здесь инерция штанги, она здесь, наверное, похожа на эстафетную палочку. То есть, когда нога ее разгоняет и передает ее в руки спортсмена, как бы, вот, нога разогналась максимально, еще не закончила, рука уже начала. Как спортсмен передает эстафетную палочку? Здесь не спортсмен стоит, ждет, этот добежал, остановился, дал ему палочку, спортсмен побежал. Нет, спортсмен бежит, этот тоже разгоняется, бежит, и они ему передал, то есть уже на скорости передал, чтобы не терять набранную скорость. Что за остановка? Не нужно остановку делать. Вот, рукой развивает. Так. Да. Локоть. Не тормози, локоть. Не распрямляй спину. Не спеши. Ну вот сейчас похож немного. Что? На внука Ивана Тургенева, блин. Такая же борода, давай. Свалился носки в самом начале. Не выходи на носок. Вот не нравится сейчас. Не нравится. Следующее упражнение. Я сразу скажу, что упражнения в дневной, да, вот в дневной нагрузке, они должны связываться между собой. Вот у нас первое упражнение был рывок, второе упражнение вот это продергивание, третье упражнение прыжок. Они все между собой связаны, и каждое из упражнений должно являться как бы продолжением другого, дополнительной нагрузкой. И желательно таких связок на тренировке, 2-3 делать, потому что вот мы сейчас у последнего упражнения будет из этой связки рывковой, следующие упражнения будут более приседательно-прыжковые, скажем так. Третье упражнение, я думаю, что о нем нужно чуть отдельно объяснить. Мы отпрыгиваемся с рывковым положением. Это нужно помимо развития прыжка, это нужно и именно для техники рывка, как мы считаем. Смысл его, вот мы доводим штангу, как я уже говорил, нога работает, но не до конца, она остановится. То есть главное здесь во время прыжка не выйти на носок, а именно с пятки оттолкнуться, сохранить накрыв при этом.
То есть подпрыгнуть с пятки, как бы сказать, именно работает, именно действие ноги. Это самое прыжковое упражнение. Именно, вот оно. Здесь много мы технических отрабатываем. Во-первых, подвод штанги в положение накрыва-подрыва. То есть с ускорением она уходит сюда. Не так, что... Потому что если штанга здесь замедлится, просто замедлит свой ход, то автоматом спина отойдет назад. Поэтому она должна здесь с ускорением прийти, чтобы сохранить накрыв. И нога чуть-чуть недораспрямляется. На носок не выходим. Вот. Больновато, но потерпишь. Сохраняем накрыв, не выходим на носок. Вот основа. А зачем ты остановил ее у колен? Что-то как-то ты коряво, косо делаешь. Что ты делаешь? Давай. Давай ты попробуй. Давай, я делал. Давай, делай. Вообще мне не нравится. Поставь 50 килограмм. Качественнее исполнение делай. Не выходи на носок. Прям держи его специально. Почетче приводи ее в пах. Почетче. Больше накрыва в этом моменте. Давай, давай. Мне кажется, я лучше прыгал. Давай. Вот не нравится мне, не знаю. Ну, выпрыгивание, ноги широко, я думаю, объяснять не надо особо технически. Именно прокачиваем те мышцы, которые сейчас подрывы. Глубже, глубже подседай, шире ноги, глубже подседай. Это не прыжки. Херня какая-то. Ноги шире, шире поставь. Все, ты что, Глубже, это в ПП. Еще глубже, глубже. По-моему, на носок выходишь. Ну и последнее добавь. Ноги узко. Уже. Вот. 3 подхода на ноги узко. Все. Да ну нафиг. Слайк, подожди. Смотри, давай сделаем вместо последнего подхода выпрыгивание ноги узко. Я сейчас придумал последняя завершающая штука. Кстати, ребят, тоже можете делать потом после тренировки. Смотри, какую штуку. Ты сейчас подходишь, выпрыгиваешь 3 раза, снова ноги широко выпрыгиваешь. После этого бежишь, только бежишь прям сразу раз и запрыгиваешь 2 раза. Ну, постарайся, не сгибая ног. Не прям там, чтобы прямо, но постарайся, чтобы именно прыжок отталкивания был. 2 раза запрыгиваешь, сразу идешь сюда к штанге и выпрыгиваешь еще 3 раза ноги средние. Ты понял, что? И как бы повторяешь весь цикл этих упражнений, только сразу говорю, чтобы не было очень длительного промежутка временного между ними. Прям в одном подходе все сделай, понял? Чтобы это принесло пользу. Давай. Это прикольно будет. Широко ноги поставил. Широко отпрыгивай. Подпрыгивай с пятки. Все, сразу прыгай, иди. Сразу. Быстрее. Что-то прыгай. Что за прыжки? Подпрыгивай сильнее. Давай. Сразу ноги средние. Сразу. Средние ставь ноги. Давай. 3 раза. Только именно с пятки отпрыгивай. Танк. Сильнее с пятки. Мне не нравится. Мне не нравится именно прыжок. Хотя бы туда добавь прыжок, хотя бы в этот, без веса. Выше. Что за позор? Давай, быстрее работай. Че? Сейчас ноги узко поставь. В тот раз недостаточно средние ноги были. Уже, вот так. Так. Давай. 2. Ну скидывай. За счет этого добавь прыжок туда, без штанги, если устал. И последний раз давай, не сгибай ног. Последний раз, ты же здесь не допрыгай. Я могу сам прыгать. Уважаемые зрители, мы закончили сегодняшнюю тренировку. Плюс мы еще недавно совсем отпрыгали, покажем, прыгали в зале.
в Таганроге. Мы прыгнули в длину, не в яму, а в длину просто с пола прыгнули 3.30. Это хороший результат, мы тоже его добавим. Не забывайте подписываться на наши видео. Всем пока. Славик, давай, все. Прыгай, имея в виду, что я с ней показывать буду только от 3.20 прыжок. Меньше там позориться не надо. Встань, ну зачем? Зачем ты ушел-то? Зачем ушел? Надо встать, показать, сколько ты прыгнул. Все, снимаю. Прыгни и останься на месте. Останься, вот останься, чтобы я подошел сейчас и показал, какой у тебя прыжок. Так, 3, ну в районе 3.30, ну там чуть-чуть у тебя заступ, я тебе разрешаю, там 2-3 сантиметра. Ну прыжок в районе 3.25, 3.28. Славик, молодец, но давай 3.30 прыгнем. Пока не прыгнешь, я не буду показывать это зрителям. Потом мы измерим твой рост, чтобы не было такого, что мне пишут, что вы обманываете с ростом. Не может быть. Все сделаем. Понял? Давай. Славик, без грустного вида. Сейчас, подожди, установим. Сейчас, стой, не прыгай пока. Так, мы как раз положим. Купил сегодня рулетку перед тренировкой. Вот во что она превратилась, наверное. Слушай, вот здесь ее зацепим, она 3-метровая, воткни ее сюда. Вот так. Чтобы не было того, что мы обманываем в длине или там что-то себе преувеличиваем. Слайд, 2 сантиметра заступай на это, иначе. Воткни ее там, Слайд. Ну что ты не смог-то? Так, вот так. На нее старайся не прыгать. Прыгнул и остановился, чтобы мы смотрели. Давай, 3.31 прыгнешь, 3.32, желательно 3.33, потому что мы за 3 прыжка с тобой 10 метров хотели спрыгнуть. Так, сейчас мы вот покажем, что вот мы здесь его начинаем прыгать. Вот 3-метровая она, тянется, тянется, тянется. Вот 3 метра она заканчивается. 3.10, 3.20, 3.30. То есть, что мы не обманываем. Все замерили. Слайк, подожди, я камеру скину. 3.30. Это сильно. Давай. 3.33 и последний прыжок. Где ты там прыгнул? Ну а как я пойму, где я прыгну? Что, ноги съезжают? Ноги съезжают. А что они у тебя съезжают-то? Прыгай, значит, на резинку сразу туда прыгай, чтобы они не съезжали. Поплюй на подошву. Куда ты упрыгиваешь-то? А? Высоту настраивайся прыгать. Длина это так, это для детей. 3. Вот уже высоту немножко. Что-то ты вверх сегодня длину неплохо прыгнул, что-то вверх не получается, мне кажется. Что-то нет какого-то взрыва. На носки выходишь. Только с пятки, убирай носок. Носки даже приподними в начале и обозначь, что только с пятки прыгаешь. Нет, ты прям на старте пятку поднимаешь. Прям на старте. Раз, как ты сможешь прыгнуть с носка? Каким образом? Ты прям на старте поднимаешь пятку. А не прыгаете сегодня? Ну не прыгается, тебе же не на рекорд сегодня прыгать. Так прыгни кое-как.